Добрый день, мы из Украины. Я рад приветствовать вас на своем канале. И как обычно мы с вами начинаем обзор оперативной обстановки за прошедшие сутки. А сегодня у нас на календаре 2 сентября. Ну и прежде чем начать, хочу сказать, что сегодня 2 года информационному проекту, сайту жданов.at.ua, на котором уже более 1000 новостей, очень много подписчиков на сайте. Ну не только сайт, но и Facebook, также и множество аудио подкастов, которые работают. Ссылки есть на моем канале, вы их видите, можете перейти. Там ежедневно дублируется и YouTube, и прослушивают подкасты со всего мира. Особенно те, у кого слабый интернет, у кого не тянет видео, тот может прослушать аудио. Также проект TikTok, там 140 тысяч подписчиков и почти 2 миллиона лайков. В Твиттере или сеть Ха более 1000 подписчиков, которые отслеживают информацию. Все это, за исключением канала, все это волонтерский проект, который ведет один человек, волонтер, абсолютно на добровольных началах. Он начал помогать в тот период, когда многие пытались выдать чужое за свое. Кстати, очень много было дубляжей, очень много было попыток создать фиктивные каналы, такие типа как Олег Жданов, военный эксперт, и даже мою фотографию ставили и перепощивали изображения, точнее ролики, эти самые интервью и другое. Имя этого человека Владимир Мельников. Он айтишник с огромным стажем, занимается почти 15 лет компьютерными технологиями, специалист по многим вопросам, имеет свою торговую марку. И ссылку на его сайт вы можете найти на моих ресурсах. Знаю Владимира не первый год, рекомендую, если у кого-то есть какие-то проблемные вопросы с компьютером или с чем-то подобным, пожалуйста, обращайтесь, он окажет вам любую помощь. Ну и, конечно же, ему слова благодарности за то, что он ведет эти проекты, информационные проекты, которые помогают распространять правду об этой войне. И мы начинаем обзор, сегодня будет за 2 суток, за сутки субботы и сутки воскресенья. Как обычно в понедельник, такой расширенный обзор. А начинаю я, как обычно, с напоминания о том, что юридическая компания «Консультант» ждет обращения военнослужащих и членов их семей для оказания юридической помощи в решении проблемных вопросов прохождения службы самими военнослужащими и финансовых выплат военнослужащим и членам их семей. Ну, это просто что-то невероятное, неймовірне, як кажуть українською мовою, такое прекрасное слово. Вы все неймовірні. В том плане, что марафон прошел просто успешно. Огромное всем спасибо. Просто. Вы не представляете, за 2 суток, за 48 часов, вчера вечером закрыли марафон, посчитали 2 миллиона 358 тысяч гривен, даже с хвостиком 2 миллиона 358 тысяч 426 гривен. Просто низкий вам поклон и огромное человеческое спасибо. Что самое интересное, то что заявки все были поданы сегодня уже 2 число, сейчас скажут некоторые скептики, мол, Китай с 1 сентября введет ограничения и деньги уже опоздали. Нет, деньги не опоздали. Вы же знаете, сначала подается заявка официальная, и выписывается счет, фактура на эту заявку, и, соответственно, ее надо оплатить в течение разных 24, 36 или 48 часов. Так вот, сегодня до полудня последняя копейка из этой суммы, которую вы собрали, ушла на счета поставщиков согласно заявок. То есть заявки были поданы до 1 сентября. И деньги, которые мы собрали с вами за субботу и воскресенье, ушли сегодня до 12 часов, как было установлено в платежках, ушли
на оплату товаров. Теперь только получение товара согласно оплаченной заявке. И, соответственно, производство дронов для наших славетных бригад. Так что вот такие мы молодцы с вами. Вот так мы приближаем нашу перемогу. Вот так мы боремся или помогаем нашим вооруженным силам обороны Украины бороться с врагами. И волонтерский фонд «Незламні сердца» тоже низкий вам поклон передает. Я думаю, что ребята запишут видео. Я сегодня, завтра, послезавтра пущу в эфир, чтобы они сами скажут вам огромное спасибо. Ну а сегодня будет пару сюжетов о том, как эти дроны уничтожают врага. Бригады продолжают присылать контент, и я его буду публиковать для того, чтобы вы прекрасно понимали, куда идут эти деньги и как враг уничтожается или выбивается с нашей земли для того, чтобы восстановить нашу территориальную целостность и суверенитет нашей с вами страны, победить врага. Ну а мы с вами продолжаем донатить уже кто сколько может, в спокойном режиме, размеренно. Но тем не менее мы помним, что война не закончилась, враг еще находится на нашей земле. И кто сколько может, продолжаем донатить. Потому что дроны как патроны, их много не бывает. Помогаем нашим вооруженным силам. И смотрим, как работают те дроны, на которые мы с вами задонатили. Ну, теперь оперативная обстановка. Выходные прошли довольно активно. Ночи были неспокойные. Начинаем с ночи. И первая ночь у нас на 1 сентября. Противник, кстати, в День знаний был. И как шутят школьники, наверное, редкий день 1 сентября, когда не надо было идти в школу. Сегодня все пошли в школу, в университеты, в которые поступили в техникумы и другие учебные заведения. И начинаем мы с предыдущей, субботней ночи. Противник применил баллистическую ракету «Искандер-М» из Курской области и 11 ударных беспилотников типа «Шахед-131», «136». Запускались они с мыса Чауда, это наш украинский Крым, временно оккупированный рашистами. На этот раз оккупанты били по украинскому зерну и по логистике аграрного сектора. В частности в Николаевской и в Сумской областях. Ну, про Сумы я вообще расскажу отдельную историю, как враг уничтожил колонну пустых зерновозов, которые ожидали загрузки под сельхозкультуры, и выдал ее за военную. В результате боевой работы подразделениями зенитно-ракетных войск, средствами радиоэлектронной борьбы воздушных сил и расчетами мобильных огневых групп сил обороны Украины были сбиты 8 ударных беспилотников из 11 запущенных. И сбитие осуществлялось в пределах Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской и Днепропетровской областей. То есть в основном были атакованы, за сутки субботы был атакован юг и восток, юго-восток Украины, скажем так, более широко. Но потом в течение дня начались массированные обстрелы. Вот в частности был удар в Сумской области по вот этой колонне, в частности был удар по Харькову. По Харькову прилетело 13 баллистических ракет. 13. Причем, я так понимаю, что дела в Российской Федерации, дела идут все хуже и хуже. И поэтому российское и политическое, скорее всего, руководство, потому что они, на мой взгляд, главные инициаторы. И все равно Кремль отдает приказы, даже Генеральному штабу вооруженных сил Российской Федерации, они просто звереют, они как с цепи сорвались, они наносят удары в основном по объектам социальным, по объектам культурным, по объектам спортивным. В Харькове разгромили спортивный комплекс, который в принципе не имеет к армии вообще никакого отношения. Зет-военкоры пытались там прикрыться тем, что якобы они решили, что в этом комплексе спортивном находится штаб полка Азов.
какой штаб, какой полк Азов, где Харьков, где полк Азов, точнее полка у нас есть бригада Азов, которая ведет боевые действия. Никаких военных там не было и близко. Тем более, что сразу же были показаны фотографии еще дымящиеся, тушение пожаров после прилета ракеты. Естественно, там, слава богу, там жертв практически не было, потому что он был закрыт. Вот. В Сумах разгромили, ударили по центру реабилитации, психологической реабилитации детей, детский. Там есть пострадавшие жертвы. То есть враг просто не разбирает. Увидели колонну в Сумской области. Колонной вообще получилось целое приключение, целая комедия на уровне идиотизма. Почему? Потому что там сейчас готовятся к сбору урожая сои. И пришла колонна зерновозов и стала на обочину. На фотографиях очень хорошо видно, что колонна стоит на обочине. Она не двигалась. Они приехали, должны были переночевать. И утром должна была начаться уборка сои. И, соответственно, машины шли под загрузку от комбайнов. Но по какой-то идиотской причине вражеские войска наносят удар ракетами, причем и в кассетном, и в фугасном исполнении, баллистическими ракетами по вот этой колонне. Сначала Z-военкоры и средства массовой информации в Российской Федерации объявляют о том, что это якобы военная колонна, которая шла в Суджу, в Курскую область. Потом появляются первые фотографии с мест, и они публикуют видео. Видео с беспилотника, с тепловизором, с камерой тепловизионной, где видно разрывы, попадания в один грузовик. Вот. Но сразу же задается вопрос, нашими особенно специалистами, задается вопрос, подождите, если это военная колонна, где разбегающиеся, прячущиеся от огневого налета солдаты, раз, и второе, где детонация? Повторная детонация боекомплектов в боевых машинах, в бронетранспортерах, в танках или в машинах с боеприпасами, этого нету ничего. Тогда военкоры говорят, что эти машины везли личный состав. Исправляются, говорят, что это гражданские грузовики, мы типа не идиоты, мы же видим теперь. Вот. Но там были личные составы, боеприпасы. Но опять же, не клеится, ни личного состава, ни боеприпасов в этих машинах не оказалось. Вот так Российская Федерация, еще раз говорю, русский фашизм, он просто выходит за рамки разумного, за рамки гуманизма у них никогда не было, судя по обращению с нашими гражданскими и особенно с пленными. Вот. Они звереют, ничего не могут сделать на фронте. Те успехи, которых они добиваются и так сильно гордятся взятием Хацапетовки на Донецком направлении, вот, они мизерные по сравнению с теми потерями и с теми усилиями, которые они прилагают, и с теми потерями, которые они несут. Вот такое приключение с этой колонной произошло. Так что это была действительно гражданская колонна, которая стояла, ночевала возле у кромки поля на обочине дороги в ожидании начала уборки урожая и отгрузки сои на эти грузовики. Одна машина уничтожена, в нее попала ракета, один водитель погиб, около 20 машин пострадало в результате подрыва кассетного боеприпаса, точнее кассетной ракеты в кассетном исполнении, и еще четверо водителей получили ранения различной степени тяжести. Вот так действуют рашистские, так работает русский фашизм. И вторая ночь, сегодняшняя ночь была очень тяжелой в том плане, что, как говорят некоторые киевляне, когда я спросил утром, как вы там, они говорят, как во Вторую мировую войну. Там был настоящий воздушный бой, над городом сбивали ракеты, особенно баллистику, она сбивается на конечном участке траектории, естественно, все это происходило над городом Киевом. Как говорит наша киевская городская администрация, нет ни одного района Киева, который бы не пострадал от падения обломков. Так вот, сегодня ночью
оккупанты нанесли ракетный удар по Киевщине, Сумщине и Харьковщине. Опять Харьков бедный. Применив баллистические крылатые ракеты и зенитные управляемые ракеты, а также атаковали ударными беспилотниками типа «Шахед» с южного направления. Кстати, надо заметить, что они опять вернулись к этой тактике. «Шахеды» идут волнами, и крылатые ракеты летят тоже волнами, отдельно группами. По мере возможностей подъема их авиации и запуска, а баллистика прилетает по цели в тот момент, когда к этой цели подходят крылатые ракеты или очередная группа шахедов. То есть они опять совмещали по времени с надеждой перегрузить. Ну это, я так понимаю, это применяется из-за малого количества. Воздушных целей было 58, это 16 баллистических ракет Искандер-М и КН-23 из Брянской, Воронежской и Курской областей. Скорее всего, применялось несколько дивизионов Искандер, которые пускали не только ракеты Искандер, но и ракеты КН-23. То есть Северная Корея поставляет, видимо, системно поставляет ракеты КН-23. Это северокорейский аналог баллистических ракет, адаптированных под комплекс уже Искандер. Так вот, 16 баллистических ракет летело, 14 крылатых ракет Х-101 с самолетов Ту-95 из воздушного пространства Волгоградской области, ну понятно, Каспий, они привязаны просто к нему. 4 зенитных управляемых ракеты С-300, С-400 из Белгородской области Российской Федерации, одна ракета неустановленного типа из Белгородской области Российской Федерации. Сейчас, кстати, по обломкам, собирает обломки, будет выяснять, что это за ракета. 23 ударных беспилотника типа Шахед-131, 136 из Приморско-Ахтарской Российской Федерации. В результате боевой работы подразделениями зенитно-ракетных войск, средствами РЭП, воздушных сил, а также расчетами мобильных огневых групп сил обороны Украины было сбито 9 баллистических ракет Искандер или КН-23, 13 крылатых ракет Х-101 и 20 ударных беспилотников типа Шахед-131-136. Ну, конечно же, по Искандерам, по баллистическим ракетам наименьшая эффективность, потому что здесь очень ограничена и у нас возможности по их перехвату. Но над Киевом практически сбили все, что летело на столицу Украины. Кроме того, в результате активного противодействия сил обороны Украины одна крылатая ракета Х-101 и 3 ударных беспилотника не достигли своих целей и были локационно потеряны. Это значит, они были задавлены нашими средствами радиоэлектронной борьбы. Информация о них сейчас уточняется. Боевая работа нашего ПВО и ПРО велась в следующих областях: в Киевской, в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской и Запорожской областей. То есть столица и практически все прифронтовые области, ну, включая в принципе и Полтавскую. В Харькове в результате вот этих обстрелов в течение 2 дней на сегодняшний день число пострадавших выросло до 41 человека. Среди них 5 детей. По торговому центру удар был в Салтовском районе Харькова, и там 2 баллистические ракеты. И по зданию Дворца спорта зафиксировано там прямое попадание 3 ракет типа Искандер-М или КН-23. А также еще 3 попадания ракет типа С-300, С-400 по прилегающей территории. Также в Сумах в результате этой атаки по центру социально-психологической реабилитации здание частично разрушено, само этого центра. Ну, возникло возгорание, там пожарные тушили. И взрывной волной повреждены многоквартирные жилые дома. Выбиты стекла, двери, окна у кого-то повылетали. В Киеве в воздушном пространстве столицы было уничтожено более десятка крылатых ракет и около десятка баллистических ракет, плюс 1 ударный беспилотник, который прорвался в сам Киев. Его уничтожали уже непосредственно над городом.
Невероятно большое количество баллистических ракет одновременно было в Киеве, но наши средства ПВО постарались справиться с этой нелегкой задачей. После ракетного удара в Киеве работали службы спасения в Святошинском, Голосеевском, Шевченковском районах Киева. Ну, потом поступали еще из других районов сообщения о падении обломков уже сбитых ракет. За помощью, на момент выхода записи этого ролика, за помощью обратились 2 человека, один из них госпитализирован. В Святошинском районе еще надо добавить, что в результате падения обломков сгорело 4 автомобиля. Пожар уже ликвидирован. Ну и там же в Святошинском районе повреждены МАФы вблизи станции метро Святошин, а также остекление самой станции. Но станция работает. После уборки осколков стекла она работает. В Голосеевском районе поврежден корпус котельной, пожар ликвидирован. В Шевченковском районе произошел пожар на территории предприятия и ликвидация продолжается. Вот такие последствия. Но результативность удара практически нулевая. Кроме нанесения ущерба гражданским объектам и людям, несколько пострадавших человек, целесообразность, ну если только морально-психологическое воздействие, то, что я говорил, что враг звереет, невозможность добиться более-менее каких-то результатов видимых или показательных результатов на линии фронта вынуждает врага идти на вот такие зверские методы, обстрел именно гражданских, именно создание геноцида, прецедента геноцида нашего народа в местах их проживания. Вот такая воздушная обстановка была эти 2 суток. Мы пытались отвечать, об этом мы поговорим сегодня еще чуть позже. Ну а теперь посмотрим, что же творилось на линии фронта. И фронт тоже очень активный. Враг, ну как я и говорил, враг идет ва-банк из всего, что у них есть. Тем более, что ситуация складывается уже не в пользу вражеских войск, потому что, несмотря на то, что они еще имеют частичный успех на отдельных участках, отдельных оперативных направлений, но прекрасно понимает в Кремле и Путин нелегитимный, и его военные, и его генералы понимают, что войска все равно рано или поздно придется снимать. Сейчас подчищается 2-й эшелон на Восточном фронте, то есть те, кто не на передке, тех, кого вывели на доукомплектование и переформирование, вот их собирают вот эти вот полуразбитые, потрепанные части, пытаются быстро напихать людьми и перебросить их в Курскую область. Но я не соглашусь, там, по-моему, издание Bild написало, что уже начали перебрасывать с Покровского направления. Но наши военные говорят, что с Покровского ни одного подразделения, ни одной части не снято. Эти части могли быть ранее на Покровском направлении, то есть они могли быть выведены и переброшены на другие направления. После того, как понесли потери, которые привели к потере боеспособности этих подразделений и частей, и, соответственно, потом уже появиться. И поэтому, может быть, поэтому издание написало, что эти части были замечены на Покровском, а теперь они замечены в Курской области. Но скажем так, что с действующих частей 1-го эшелона, которые атакуют наши войска, ни одна часть никуда не ушла и никуда не переброшена. Именно если мы говорим о Покровском направлении. С других направлений, да. Но пока только, видите, подчищают 2-й эшелон. Но я думаю, что не за горами, мы еще пару недель и начнут уже снимать части и части особенно основные с 1-го эшелона и будут ослаблять или будут снижать темп наступления. Поэтому пока есть возможность, пока Путин, топая ножками нелегитимный, пытается заставить генералов во что бы то ни стало захватить Донецкую область, при этом говорит про то, что в Курской области надо разобраться с бандитами, в принципе, давая понять своей фразой, что Курская область может подождать. То есть, как я и предполагал, он разменивает. Наплевал он на Курскую область, она никуда не денется, рано или поздно
вернется в состав Российской Федерации. С ним или без него это уже не важно. А вот Донецкую область у него взять всего один единственный шанс. И он его не хочет упустить. Поэтому он так заставляет российские войска, не жалея, как говорил полководец один известный, не жалея живота своего, идти умирать за идеи диктатора Путина. Итак, сутки субботы охарактеризовались тем, что на линии фронта было зафиксировано 199 боевых столкновений. То есть интенсивность, вы видите, резко возросла, и она держится на таком довольно высоком уровне. По уточненной информации, за сутки субботы противник нанес по позициям наших подразделений и населенным пунктам 5 ракетных ударов, 10 ракетами, 73 авиационных удара и задействовал 96 корректируемых авиабомб. При этом совершил почти 3900 обстрелов артиллерии, из них 96 с применением реактивных систем залпового огня. Сутки субботы рассмотрим в сокращенном варианте. Здесь агрессор наносил авиаудары в районах населенных пунктов Сумской, Харьковской, Донецкой и Запорожской областей. И по оперативным направлениям рассмотрим только те, где противник имел частичный успех. А это Купянское направление. Здесь враг попытался возобновить наступающие действия. Кстати, надо отметить, на Купянском направлении идут очень ожесточенные бои. Количество боевых столкновений не снижается ниже 20. В сутки субботы их было аж 24. Силы обороны остановили все штурмовые действия противника в районах Синьковки, Колесниковки, Лозовой, Новоосинового, Глушковки и Берестова. За исключением в районе населенного пункта Песчаное. Враг всеми силами здесь пытается продвинуться вперед, но в сторону реки Оскол ему не удается пока продвинуться, поэтому они идут на юг. Как я вам говорил, они хотят в районе Боровой попытаться создать нам угрозу окружения наших войск. На пока только в районе Песчаного частичный успех противника, в остальном линия фронта на Купянском направлении остается без изменений, несмотря на 24 штурма наших позиций. Покровское направление, тут 52 штурма наших позиций разной интенсивности. Больше всего их было в районах населенных пунктов Гродовка, Новогродовка и Михайловка. Соответственно, Гродовка 6, Новогродовка 20 и Михайловка 10. Но враг имел частичный успех в Гродовке и в Голицыновке. Это два направления, где они пытаются, Гродовка это в направлении Мирнограда, они пытаются пробиваться, там незначительно враг продвинулся, всего лишь действительно на несколько сотен метров. Наши войска оставили несколько позиций и отошли на новые оборонительные рубежи. А вот Голицыново, там вы помните, что мы начали отход наших войск, и там есть угроза окружения части наших войск. Вот враг пытается развить успех, но судя по тому, что мы их вытормозили в районе Голицынова, и они пытаются теперь выровнять фронт. Вот в сутки субботы они выравнивали фронт. Они продвинулись немного вперед, сам населенный пункт зашли, сейчас там идут бои ожесточенные, но у них западнее Голицынова есть небольшое вклинение с нашей стороны в их оборону, точнее в их боевые порядки, мы обороняемся. И они пытаются продвинуться дальше. Мы стараемся их максимально приостановить. И Кураховское направление, третье направление, где враг имел частичный успех. Тут силы обороны в сутки субботы. Тут силы обороны отразили вражеские атаки в районах Украинская, Лисовка, Голицыновка, Красногоровка, Георгиевка и Константиновка. Голицыновка тут повторилась почему-то у генерального штаба. Скорее всего, там граница практически между Голицыновкой и Красногоровкой. Это проходит условная линия разделения Кураховского и Покровского направлений оперативных.
Поэтому она может встречаться и там, и там, и там. Но это не столь важно на данный момент. Оккупанты 30 атак осуществили на Кураховском оперативном направлении. Пытались прорвать нашу оборону наших войск. Наиболее активно враг действовал возле Георгиевки. И там провел 13 штурмовых действий из 30 в районе населенного пункта Георгиевка. К сожалению, мы констатируем, что враг оккупировал Просковеевку, а также продвинулся в Константиновке. Здесь тоже, видите, они пытаются продвигаться в направлении Курахова, мы пытаемся их максимально сдержать, не дать выйти на сам населенный пункт Курахова. Но они пытаются двигаться вдоль трассы. По огневым задачам, которые выполнялись сутки субботы, авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны Украины нанесли 8 ударов по скоплению живой силы противника и 1 по составу боеприпасов оккупантов. В общей сложности за прошедшие сутки украинские защитники нанесли урон врагу в личном составе 1350 оккупантов, а в технике и вооружения в танках 10 единиц, в боевых бронированных машинах 24 единицы, в артиллерийских системах 22 единицы, в беспилотниках оперативно-тактического уровня 36 единиц, в автомобильной технике 56 единиц и 14 единиц специальной техники. Вот такие потери понес враг суммарно на всей линии фронта от Белгорода до Олешек за сутки субботы. Ну и более подробно рассмотрим с вами прошедшие сутки воскресенья. Здесь мы наблюдаем незначительное снижение боевой активности, примерно на 10% она упала. Видно, враг вот то, что я и говорил, что рашистское командование сегодня уже не в состоянии обеспечивать высокую интенсивность на протяжении даже нескольких суток. То есть они сосредотачивают усилия, они набирают личный состав, наталкивают войск в первый эшелон и такой массированный рывок. 2-3 суток наращивают усилия свои в плане количества атакующих действий. А потом достигает какого-то пика и потом пошло опять снижение. Падение 10-20%. Иногда до 30% падает количество боевых столкновений на всей линии фронта. Единственное место, где они еще пытаются удерживать довольно высокое количество штурмов наших позиций, это Покровское направление. Иногда к ним присоединяется вот сейчас Купянское стало более важным, на Торецком и Краматорском там чуть-чуть снизилась боевая интенсивность. И Кураховская, Времовская. Времовская, кстати, уже несколько суток там более-менее затишье, снизилась боевая интенсивность со стороны врага. А вот на Кураховском она держится довольно высокая. И реально вот так и происходит, если мы смотрим по ситуации, то уже за прошедшие сутки зафиксировано 182 боевых столкновения. То есть 10% минус. Раз. И падение на 17 боевых столкновений меньше в эти сутки. По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям наших подразделений и населенным пунктам в прифронтовой зоне 4 ракетных удара с применением 19 ракет. А также 71 авиационный удар, в частности с применением 91 корректируемой авиабомбы. Кроме того, артиллерия врага совершила 4500 обстрелов населенных пунктов и наших позиций в прифронтовой зоне. Из них 141 обстрел осуществлялся с помощью реактивных систем залпового огня. Также агрессор наносил авиаудары в районах населенных пунктов Сумской, Харьковской, Донецкой и Запорожской областей. По оперативным направлениям здесь
Начинаем с Харьковского направления. Тут наступательные штурмовые действия, 7 боевых столкновений произошло, 7 штурмов наших позиций. Бои шли в районах населенных пунктов Волчанск и в направлении населенного пункта Липцы. Ни одна из атак не увенчалась у врага успехом. Наоборот, понеся потери, они несут, здесь очень высокие потери несут. Только вот наши войска посчитали, что за прошедший месяц, за август месяц в районе Волчанска, самого населенного пункта, больше 1200 оккупантов было потеряно убитыми и ранеными в ходе штурмов наших позиций. Волчанск уже больше месяца вообще не меняется. Наоборот, мы там блокируем на агрегатном заводе. Они иногда туда проползают. Это не секрет. Их присутствие там до сих пор остается. Но наши войска не идут на штурм, потому что легче их там перемалывать. Вот как в Работино. Точно так же мы сделали там такую ловушку и превратили ее в мясорубку для врага. Они туда заползают, мы их там разбиваем. Не соединиться, не расширить там плацдарм, об этом речи даже быть не может. Они чуть жестко блокированы нашими войсками и находятся под постоянным огневым воздействием. Так что на харьковских плацдармах, удерживаемых врагом, линия фронта не изменилась. Купянское направление. Здесь 16 вражеских атак. Видите, какой резкий спад? На 30% сразу. Хоп. И силы обороны отражали в основном Синьковка и Глушковка. Сегодня уже выторможены все. В прошедшие сутки линия фронта на Купянском направлении, несмотря на 16 атак, не претерпела никаких изменений. Потерь позиций с нашей стороны не допущено. Лиманское направление. А вот здесь враг решил рвануть. И наоборот в 2 раза увеличил количество боевых столкновений, количество штурмов наших позиций. А враг атаковал в районе Макеевки, Грековки, Новосадова, Невского и Торского. К сожалению, в районе Макеевки имел частичный успех, но тут даже не было оставления позиций нашими войсками. Тут просто они продвинулись в серой зоне, и им удалось там закрепиться, пройдя там 50-100 метров. Здесь очень узкая такая серая зона, а им удалось закрепиться на новых позициях. Интересный момент, пока они там закрепляются, пока они роют первые окопы, они несут сумасшедшие потери. Но пока есть хотя бы один копающий рашист, все равно туда бегут, командиры гонят туда личный состав и заставляют их там оборудовать позицию. Поэтому на Лиманском направлении, в районе Макеевки, враг, будем так говорить, немного улучшил свои позиции. А на остальной линии фронта изменений не произошло на Лиманском направлении. На Сиверском направлении тут 9 атак противника, и в основном Верхнекаменская и Раздоловка враг атаковал. С нашей стороны потерь позиций не допущено. Линия фронта остается без изменений. Краматорское направление. Тут 8 атак было предпринято вражескими войсками. География та же. Кстати, в эти сутки они Часов Яр решили не штурмовать в лоб. Видимо, желающих уже не было идти на штурм. Поэтому Андреевка, Клещиевка, Майорская и Марково. Ситуация остается под контролем сил обороны Украины. Линия фронта на Краматорском направлении без изменений. Торецкое направление. Тут при поддержке авиации 20 атак противников в районе Торецка и Нелиповки. К сожалению, в районе Торецка враг имел частичный успех и продвинулся на несколько домов вглубь населенного пункта. Они тут периодически, как я и рассказывал, они периодически собираются в кучу и пытаются штурмовать наши позиции. Иногда им это в какой-то степени удается. Но зато в остальном там Нелиповка, Нью-Йорк, там ситуация не меняется. Наши войска сдерживают все атаки противника, и линия фронта без изменений. Кстати, между Северным и Железным и Нелиповкой так на выступ в наш плацдарм небольшой и продолжает сражаться, продолжает держаться. Ничего не может враг сделать, мы там их остановили, и они топчутся на месте.
Покровское направление, но тут количество штурмов возросло больше, чем на 10%, 53 штурма по сравнению с сутками субботы. В основном Воздвиженка, Зеленое поле, Калиново, Гродовка, Новогродовка, Карловка, Мариновка и Михайловка. Наибольшая концентрация вражеских атак была в районе Новогродовки. Кстати, они вот от Новогродовки они пытаются пробиться чуть севернее Селидова. Ну, то, что я ему говорил. Кстати, в Селидово они уперлись конкретно, мы их остановили и перемалываем постепенно. Шансов войти в населенный пункт у врага нет. Мы полностью контролируем Селидово, и в самом Селидово вражеских войск нету, что бы там ни говорили Z-военкоры. И они, понимая, что столкнувшись с такой хорошо организованной обороной, вражеское командование предпринимает попытки через Новогродовку севернее постараться пробиться вглубь нашей обороны, чтобы обойти Селидово с севера. Но там успеха у врага нету. Мы тоже там довольно неплохо организовываем сейчас оборону. Проблема в управлении войсками. У нас огромная проблема в управлении войсками. Кстати, Сырский приезжает на линию фронта, пытается разобраться в ситуации, пытается выровнять. Но это, я бы назвал это тушением пожара. Почему? Потому что те же, кого он предлагал и назначал на должность комбригов, они ему не докладывают реальной картины на поле боя. И поэтому в результате, когда там наступает критический момент и реальность начинает кардинально расходиться с действительностью, ему приходится ехать на линию фронта, самому разбираться в обстановке и принимать меры к ее стабилизации. Вместо того, чтобы выгонять этих брехливых командиров, которые искажают доклады при передаче их в генеральный штаб, и поставить нормальных боевых офицеров, которые будут докладывать реальную обстановку и будут нормально организовывать боевые действия. Генштаб будет понимать. На сегодняшний день, насколько я понимаю, проблема управления, неправдивые доклады вводят в оману генеральный штаб, и они не могут нормально спрогнозировать и запланировать организацию и ведение боевых действий. В результате приходится мотаться по всему фронту и тушить пожар. То там, то тут, то здесь. Кстати, на Покровском направлении, опять же, враг продолжает на отдельном участке продвигаться, Долиновку, перешла под контроль рашистских войск в результате массированных таких атак, сосредоточенных на одном узком месте. Но надо отметить, с другой стороны, что, слава богу, нам удалось. И даже самый опасный момент, возможность окружения наших войск, то, что в направлении Голицыновки они пытались продвинуться, здесь на сегодняшний день, точнее в прошедшие сутки, враг остановлен и успеха никакого не имеет. И они, видите, качели, они приняли обыкновенные качели, как они привыкли. Если где-то мы их останавливаем, они тут же начинают давить на соседнем участке в этом же оперативном направлении. Что и произошло. Голицыновки мы их остановили, дальнейшее продвижение, то есть угрозы замыкания котла там нету, там около 5 километров остается до реки Вовча, до Карловки, которая перешла, к сожалению, тоже под контроль рашистских войск. Так они попробовали ударить в северо-западном направлении, практически в западном направлении Покровска, и попытаться оккупировать Даниловку, чтобы попробовать обойти Селидово. Но посмотрим, как дальше будет развиваться. Ситуация очень сложная. И из-за системы управления войсками, из-за этого старшего звена командиров, не уровень батальона, выше уровень бригады, оперативного уровень штаба группы войск и генерального штаба. В основном все, я так понимаю, варится в каше. Каша варится в штабах бригад. Вот здесь есть проблема в правдивости доклада. Далее идет Кураховское направление. Тут силы обороны отразили 25 атак противника.
в населенных пунктах Красногоровка, Константиновка, Георгиевка. Кстати, Красногоровка была, опять же, был переброска всех усилий, и направление главного удара было сосредоточено на Голицыновку со стороны Красногоровки. Это самый короткий путь для Невельского, для того, чтобы окружить наши войска в районе Невельского. Но смотрите, Красногоровка, точнее Кураховское направление уже вторые сутки стоит без изменений, враг остановлен, несмотря на такую высокую интенсивность боевых действий. 25 атак в районе 3 населенных пунктов. Так что здесь линия фронта на Кураховском направлении в прошедшие сутки остается без изменений. Времовское направление. Тут по информации противник 14 раз атаковал наши позиции. Но я смотрю, что дальнейшее желание пока еще остается у врага. Они пытаются имитировать, точнее не имитировать, пытаются продавить нашу оборону, чтобы обойти Угледар. Даже сам Угледар пытались штурмовать в лоб, но бесполезно. В районе Водянова, в направлении Водянова, в районе Константиновки и Макаровки, то есть они уже Угледар не трогают, а фланги вокруг Угледара пытаются прощупывать нашу оборону. 14 атак, ни одна из которых не увенчалась успехом. Временское направление остается без изменений. Далее мы пропускаем Гуляй-Польское и Ореховское направление. Здесь наступательных действий противник не проводил, но затишья тоже не было. Были позиционные бои, перестрелки и обмен артиллерийскими ударами. Приднепровское направление. Тут две попытки оккупантов было захватить наши позиции на левом берегу, попробовать сбросить нас с левого берега в реку Днепр. Они не увенчались успехом. Враг отступил, понеся потери на исходные рубежи. Так что наши плацдармы на левом берегу продолжают сражаться, продолжают наносить поражения противнику и продолжают пытаться наращивать боевые потенциалы. Далее по часовой стрелке у нас идут два небоевых направления, Волынское и Полесское. Здесь складывается очень интересная ситуация. Не зря я в самом начале, когда там Лукашенко начал выходить со своими политическими заявлениями относительно того, что отсель грозить мы будем шведам, как когда-то писал поэт, то вот Лукашенко примерно с такой же вышел с таким же политическим заявлением и начал, как я говорил вам предыдущие сутки, создавать индустриальный грохот. Он продолжает создавать индустриальный грохот, причем ему даже это удается замыливать глаза, потому что рашистские СМИ пишут о том, что Беларусь продолжает активно перебрасывать большое количество техники в границе с Украиной. Не уточняется, правда, место, к которому они перебрасываются. Единственное, что замечено нашими пограничниками, это то, что количество личного состава в приграничных районах, немножко увеличилось. Немножко, незначительно. И естественно, наши пограничники отреагировали и увеличили количество нашего личного состава по охране государственной границы. Хотя я бы в военном положении называл бы это линией фронта. Но для понимания, что здесь активных боевых действий нету, поэтому пока оставляю название государственная граница. А в генеральном штабе разведка, точнее в генеральном штабе, через генеральный штаб наша разведка говорит о том, что формирование наступательных группировок врага не обнаружено. Так что со стороны Лукашенко, я думаю, продолжается этот политический спектакль. Сейчас понедельник, новая неделя, в ближайший может быть день-два, а может быть сегодня и в ночь, какая-нибудь из воинских частей, какая-нибудь мотострелковая бригада или полк получат конверт, красный конверт, и с боевым распоряжением подняться по тревоге, выйти в оперативные районы и там начать подготовку к применению воинской части по предназначению, то есть подготовку к боевым действиям. Это называется внезапная проверка боевой готовности войск. То есть то, чем Лукашенко занимается уже третий год подряд, начиная с марта 2022 года. Посмотрим, как это будет происходить, прав я или нет, время покажет, причем буквально это текущая неделя.
Граница с Черниговской и Сумской областями, тут противник продолжает присутствовать вдоль нашей границы. Опять же, это уже вот тут можно сказать, что вдоль линии фронта, которая проходит по государственной границе Украины и Российской Федерации. Активно применяет артиллерию и авиацию, нанося огневое поражение по нашей территории. В основном по объектам гражданской инфраструктуры, по населенным пунктам. Мы продолжаем отселение гражданского населения. Предлагаем эвакуацию, ну а по-моему детей там уже эвакуируют принудительно, для того, чтобы не подвергать их семьи и детей, точнее семьи с детьми, чтобы не подвергать их смертельной опасности. Также силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. Тут российские, вот что самое интересное, выяснилось, что российское командование, которое управляет этой операцией, абсолютно не различает местное население, свое и чужое. Понятно, они нас ненавидят, наши города и населенные пункты стирают с лица земли. Но, как выяснилось, российская армия точно так же ненавидит и свое население, потому что настолько яростно и безжалостно бомбят города, которые находятся под контролем вооруженных сил Украины. И российская авиация, и российская артиллерия суджу сносят, просто равняют в ноль. Прифронтовые населенные пункты равняют в ноль, засыпают кабами, обстреливают артиллерией. Те местные, которые остались там, их очень мало осталось, большинство убежало, потому что страх был перед нашими войсками. Они просто как бы диву даются тому, что творит российская армия с их населенными пунктами. А там, где находятся российские войска, там они не дают населению эвакуироваться и стараются использовать население в качестве живого щита. Ну, в принципе, как в 2014 году Путин нелегитимный сказал, что мы не будем стоять впереди, мы станем сзади, за спинами женщин и детей и посмотрим, как вы будете стрелять в своих. Вот сейчас мы не стоим за спинами российских граждан, российских гражданских, но тем не менее рашисты их же расстреливают со всех видов имеющихся вооружений. Надо отметить, что силы обороны Украины на территории Курской области закончили зачистку территории на линии Малая Локня-Погребки. Сегодня Малая Локня это уже тыл. Это уже не линия боевого соприкосновения. Так что она полностью перешла под наш контроль и уже находится в тыловой зоне. И наши войска продолжают успешную операцию. Продолжаем мы варить кашу в котле от Глушкова до Теткина, то есть в этом промежутке. Постепенно наши войска продвигаются, защищают территорию. Ну, в основном мы берем там измором российские войска, дабы поберечь наш личный состав, наш ресурс, нашу технику. Понтонных переправ на данный момент действующих нету. Если они там где-то на лодках переправляются, наши дроны стараются эти лодки потопить. Но на лодках много не перевезешь. А так река контролируется с нашей стороны. Так что и мы продолжаем постепенно, да, небольшой темп теперь на сегодняшний день, но мы продолжаем постепенно двигаться вглубь Курской области. Как слышал смотрел, точнее, новости российских военкоров, в Курчатове они сказали, что осталось около 200 человек. Все, города нет, город пустой, людей на улицах нет, никого нет. Полиция сбежала, перед городом срочно создаются оборонительные рубежи, вокруг города система блокпостов. Российские войска мародерят квартиры местных жителей, а местные жители выехали практически, ну, наверное, сколько, я не знаю, 200 человек осталось в Курчатове приблизительно. Вот, остальные уехали. Почти 99% населения уехало из Курчатова. Вот так вот они готовятся к приходу наших войск. По огневым задачам, скажем, авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны Украины нанесли 15 ударов за прошедшие сутки по районам сосредоточения личного состава, вооружения и другой военной техники врага. А также удары наносились по двум средствам ПВО противника.
В общей сложности за прошедшие сутки потери рашистских захватчиков составили в личном составе 1300 оккупантов, в технике и вооружении. В танках 9 единиц, в боевых бронированных машинах 26 единиц, в артиллерийских системах 10 единиц, в реактивных системах залпового огня 1 единица, в беспилотниках оперативно-тактического уровня 30 единиц, автомобильной техники 44 единицы и специальной техники 2 единицы. Вот такие потери понес враг на всей линии фронта от Белгорода до Олешек за прошедшие сутки. И в общем такая военная обстановка сложилась на всех оперативных направлениях. И по огневым задачам, которые выполнялись на других оперативных направлениях, а именно на оперативно-стратегическом направлении Российская Федерация, вот, тут на территории Раши был совершен налет. Количество, он, по-моему, поставил рекорд. Правда, точно мы узнаем количество дронов уже где-то после войны, например, из мемуаров Василия Малюка или генерала Буданова, кто из них раньше их напишет, а писать будут обязательно, это история. Тем более та, которую можно будет на тот момент уже оглашать. Так вот, в воскресенье рашистское командование заявило, что на территории Российской Федерации было сбито 158 дронов. Такая вот мощная атака. Массированная атака БПЛА осуществлялась в 15 регионах Российской Федерации. Ну, я вам сейчас сводку зачитаю, чтобы вы понимали, какое количество. По данным Минубийства Российской Федерации, за ночь на территории России были перехвачены и уничтожены 158 украинских дронов самолетного типа. В Курской области 46, в Брянской 34, в Воронежской 28, в Белгородской 14, в Рязанской 8, в Московской 7, в Калужской 5, в Липецкой 4, в Тульской 3, в Москве, в городе Москве 2. Также по 2 дрона сбили над территориями Тамбовской, Смоленской, Орловской, Тверской, Ивановской областей. Вот такая вот география и такое количество, это согласно сводке Минобороны. Но, опять же, при волшебные какие-то дела твои, чудные дела твои, Господи, так, все сбили. Но в результате Конаковская ГРЭС в Тверской области, Каширская ГРЭС в Московской области и Московский нефтеперегонный завод горят и полыхают на сегодняний день. МПЗ Московский приостановил свою работу, пожар потушен, хотя изначально была присвоена 5-я категория сложности этому пожару. Там именно попали в технологическую цепочку, то есть в перегонную колонну. Посмотрим. Ну, я думаю, что в ближайшие сутки мы сейчас узнаем более подробно, насколько серьезный ущерб. Ну и то же самое Конаковская и Каширская ГРЭС. Тоже там попадание дронов. Причем явно по видео, которые выложили в сеть местные жители, там никакого сбития не было. Причем, кстати, на вот тех видео, которые фиксируют сбитие, там слышно, что это идет стрелковое вооружение. Не слышно там выходов ракет, систем ПВО более-менее серьезных и так далее. Я вам, кстати, покажу очень интересную вещь. Мы сейчас, наша разведка работает с разных, и партнеры нам помогают наши по коалиции, которая нас поддерживает, и НАТО. У нас, кстати, я напомню, с НАТО договор о расширенном партнерстве, и там один из первых пунктов — это обмен разведывательной информацией. Так вот, вот так выглядит противовоздушная, противоракетная оборона Москвы. Мы знаем точно координаты каждой пусковой установки, командного пункта и радиолокационной станции. Москву окружили, видите, несколькими кольцами. На момент атаки на московского нефтеперегонного завода вокруг российской столицы располагается более 22 позиций ЗРК С-300, С-400, 3 дивизиона С-350, 2 дивизиона
С-500, ну это новая вундервафля Российской Федерации, аналоговнетная. Вот. И это мы еще не считаем, сколько систем ПВО ближнего и среднего радиуса действия, таких как Панцирь, Бук и Тор, которые там установлены на крышах домов, которые установлены на специально построенных башнях. Вот. Но, тем не менее, дроны наши пролетают спокойно и достигают тех целей, которые, да, может быть, что-то избивает, я не спорю, но все равно, видите, дрон долетел, в завод попал, пожар был, завод приостановлен, цель достигнута. Сейчас новая атака, причем как бы, я так понимаю, у нас идет разведка московского ПВО в режиме онлайн, как бы не переставляли позиции дивизионов и сами комплексы. Вот. Сразу же это отображается на электронной карте наших разведчиков. Вот скажем так. Выглядит вот это, вы видите на экране, как выглядит оборона Москвы. Но мы знаем, где белые пятна, белые коридоры, где туннели, по которым можно пройти. Ну а остальная территория Российской Федерации, там гуляй поле, как говорил Нестор Иванович Махно. Как ни старайся, такую территорию невозможно закрыть полностью. Видите, еще один миф со советских времен. В советские времена говорили, что территория Советского Союза закрыта как на замок, и ключ спрятан в сундуке, сундук там, в дупле, дупло в утке, утка в яйце и так далее. Там, как поэтапно сказка гласит. Вот. Поэтому наши специалисты находят маршруты и программируют дроны, и дроны находят эти туннели и проникают по ним, долетают до конкретной цели. Так мы добиваемся успеха. Далее, по два слова скажем о военно-политической обстановке, которая происходит вокруг нашей страны и в нашей стране. Соединенные Штаты выделяют Украине почти $1 миллиард, $800 миллионов на восстановление энергетики в результате вот этих обстрелов, которые были в конце августа месяца по энергетическим объектам нашей страны. Там уже столько денег выделено, что, наверное, уже 2 раза можно построить всю нашу энергетику с нуля. Я имею в виду систему энергетическую. В плане подстанций, линий электропередач и всего остального. Там миллиарды выделяла Европа. Вот, и вот сейчас еще почти $1 миллиард дает Соединенные Штаты. Германия объявила о новом пакете военной помощи для Украины. По данным ведомства, в него вошли один комплекс Ирис-Т, 26 беспилотников «Вектор». Это, кстати, вот те беспилотники, насколько я понимаю, которые будут теперь собираться в Украине. 1 эвакуационная машина, 6 инженерных экскаваторов, 14 тысяч снарядов калибра 155 мм, 10 беспилотных надводных кораблей, то есть 10 дронов морских, 55 тысяч аптечек для солдат и винтовки. Автоматические винтовки для стрелкового вооружения. Вот такой пакет помощи Германия передает Украине на данный момент. Надо отметить, немцы молодцы, и помощь идет постоянно. Вопрос финансовый там будет решаться осенью, я думаю, он решится положительно. Сейчас там, правда, проходят выборы в местные советы, и может измениться состав местных советов, что и повлияет на работу Бундестага. Но все равно не теряем надежды, посмотрим. Видите, выборы в европейские органы власти, в Европейский парламент не повлияли на позицию Европейского Союза в отношении поддержки Украины. Как было, так и осталось. Да, там есть чуть-чуть изменения, но незначительные. Президент Финляндии, описывая ситуацию в Украине, сказал, что ситуация в стране критическая, в нашей стране, но для Украины положение дел выглядит лучше, чем 3 месяца назад. Так президент Финляндии прокомментировал ситуацию на фронте. Ну, скажу так, что если он оценивает ситуацию как критическую, но говорит, что положение лучше, чем 3 месяца назад, значит мы движемся в правильном направлении. Значит есть улучшение в общем. Со стороны всегда виднее.
Вот. Поэтому также президент Финляндии заявил, что никаких ограничений в использовании западного оружия для ударов внутри Российской Федерации не должно быть, пока Украина делает это для самообороны и в рамках международного права. Однако удары не должны наноситься на гражданские объекты. Это мы все прекрасно знаем. Мы очень благодарны президенту Финляндии за такую поддержку. Почему? Потому что каждый такой голос политической фигуры, чиновника высшего ранга дает нам шанс на то, что это, знаете, как когда на весы кидают камешки, вот, они все равно в какой-то момент, чаша эта весов, на которую кидают камешки в качестве противовеса, она начинает перевешивать. Поэтому мы надеемся, что все-таки мы пробьем вот эту стену Белого дома под названием Джо Байден и его команда, которая стоит насмерть пока что, как Брестская крепость, в плане отказа от снятия запрета на применение американских ракет на всю дальность их досягаемости. Далее хорошие новости из Сербии пришли. Они пришли, в принципе, из Сербии, из Франции параллельно. Украина получит 36 сербских МиГ-29 через Францию. Так сообщает средства массовой информации. Я вам в субботу говорил о том, что Франция уговорила Сербию купить «Миражи» вместо новых МиГов или новых сушек, как им предлагала Российская Федерация. Ну, они такие приверженцы России. Но Франция переубедила, и Сербия заключила контракт с Францией на покупку 12 истребителей «Рафаэл» на сумму 3 миллиарда евро. Часть суммы 390 миллионов будет покрыта поставкой 36 МиГов в Париж. То есть Франция дает, видите, как хитро было сделано, Франция дает Сербии скидку в размере 390 миллионов долларов, но за эту скидку просит отдать ей все 36 МиГов, которые есть на вооружении Сербии. Сербия согласилась. Вот. И что будет делать Франция? Истребители прибудут во Францию в декабре, а затем, вероятно, будут переданы Украине. Москва якобы об этом уведомлена. То есть свои права как правообладателя на эти самолеты Россия уже предъявить не сможет. Их поставили перед фактом. Сербские МиГи-29 имеют улучшенную радиолокационную стансу, они модернизированы. По сравнению с нашими штатными, они модернизированы, там улучшена радиолокационная станция для одновременной атаки двух целей. Возможность использовать ракеты Р-77 и повышенную боевую нагрузку до 4 тонн. Полезную. Вот. Так что ждем в конце года еще и 36 сербских МиГов, которые нам передаст Франция. Израиль, ну очень интересное такое. Все-таки Нетаньяху не смог удержаться и решил повести Израиль под узцы на поклон к Путину. Почему я так говорю? Потому что Нетаньяху обратился к Российской Федерации, к Путину, о том, чтобы помочь, чтобы Россия помогла в освобождении заложников, задерживаемых Хамасом. Об этом сообщает издание Bloomberg. Власти Израиля обратились за помощью к России в достижении прогресса в соглашении об освобождении заложников, удерживаемых Хамасом в секторе Газа. Но Россия сама страна-террорист. Вот я понимаю, что они друзья, у них очень хорошие отношения, говорят, которые выходят даже за рамки политического этикета, вот, личные отношения. Поэтому Нетаньяху решил воздействовать, чтобы вернуть заложников. Но это пагубный путь. Да, Путин сейчас может договориться с Хамасом, выдать там пару человек. Но Нетаньяху таким образом легитимизирует Путина на международной арене, придает ему статусность и фактически дает Путину еще один шанс продолжить войну и пытаться вернуться на международный политический Олимп. Так что, к сожалению, политика вещь такая, да.
деньги не пахнут. В данном случае заложники, они пытаются, они нашли там 6 убитых, 6 трупов заложников в одном из туннелей буквально недавно. И причем убиты заложники тоже несколько суток назад. Надо понимать, что такие организации, как Хамас, они кроме силы ничего другого не признают. Россия то же самое. И поэтому договариваться с Россией, не знаю, что с этого получится, но очень жаль, что Израиль идет по такому пути и надеется получить это. Да, Россия может поспособствовать, договориться, еще раз говорю, но фактически после этого Россия будет наклонять Израиль в свою сторону. Путин просто так ничего не делает. Ну и одна новость, что же происходит на болотах, какие там происходят события, а в Российской Федерации пытаются организовать скрытую мобилизацию. Ну я вам же неоднократно рассказывал, что они ищут людей где только могут. Прокси своих наемников с Африки возвращают в Российскую Федерацию для того, чтобы попытаться заполнить дыры, чтобы не объявлять в открытую очередную волну мобилизацию. Ну, в частности, в российском Екатеринбурге полиция раздает задержанным памятки с предложением пойти на войну и уголовное дело сразу же закрывать. То есть любой привод в полицию, плюс если россиянин является фигурантом уголовных преступлений, им раздают памятки и предлагают стать героями, в кавычках, конечно же, стать наемниками и пойти воевать в Украину, участвовать в СВО. Обмен на прекращение уголовного преследования и шанс избежать тюрьмы. Но вы же понимаете, что это полностью ломается система правосудия, правоохранительная система. То есть любой уголовник, понимая, что он может совершить преступление, и даже не доходя до суда, то есть не будучи осужденным за это преступление, он подписывает контракт с государственной структурой, вооруженные силы Российской Федерации, и уезжает на войну. Если он там выживает, получает какую-то медальку или грамоту и приезжает героем СВО с выплатами, статусом, со всем. И, кстати, сейчас российская правоохранительная система столкнулась с огромной проблемой, их нельзя осудить. Он может совершить повторное преступление, но уже как героя СВО нельзя, его защищает статья Уголовного кодекса о дискредитации российской армии. Вот какой парадокс. То есть сегодня криминалитет полностью свободен от любого вида наказания за любой вид преступления. Вот величайшее достижение Путина внутри Российской Федерации, нелегитимного Путина. Ну что ж, я благодарю вас за ваше внимание, ваше время, что вы досмотрели до этого момента. Как обычно, приглашаю подписаться на мой канал те, кто еще не подписан. А те, кто смотрит это видео, поставьте ему лайк. Тогда его смогут увидеть большее количество людей. От себя, точнее, напоминаю также, что юридическая компания «Консультант» ждет обращения военнослужащих и членов их семей для оказания юридической помощи военнослужащим в проблемных вопросах прохождения службы и финансовым выплатам. А финансовым выплатам как военнослужащим, так и членам их семей. Также волонтерский фонд «Незламні серця» ждет от нас с вами донатов для того, чтобы закупать комплектующие и производить дроны для наших славетных бригад. Сейчас, кстати, мы посмотрим, буквально сегодня-завтра узнаем, как же поступит Китай, какие будут введены ограничения, и начнем поиск путей для обхода этих проблем, если таковые будут анонсированы Китаем или провозглашены Китаем о введении их в действие. В любом случае, благодаря вашей доброте и вашим донатам у волонтерского фонда «Незламні серця» сейчас есть небольшой запас комплектующих, которые начнут поступать в ближайшее время. Все уже, как я вам сказал, оплачено. И они смогут снабжать наши бригады вот этими дронами для борьбы с российскими оккупантами. От себя добавлю, поэтому продолжаем донатить и помним, что наш девиз «Дроны как патроны, их много не бывает». От себя добавлю слова благодарности спонсорам и тем, кто помогает моему каналу. Большое вам человеческое спасибо.
Ну а ми з вами продовжуємо вірити в Сили оборони України. Перемога наша, слава Україні!